зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! Сегодня на обзоре у меня два аккумулятора от Whiteley. Значит, аккумулятор 3 ампер-часа и аккумулятор 6 ампер-часов. Модель VTL 1860 и, соответственно, 1830. Приехали вот в таких вот коробках. Вот так вот все это дело у нас упаковано. Ну что ж, вынимаем первый аккумулятор, смотрим, что к чему. Значит, в комплекте каждому аккумулятору идет вот такая вот крышка, то есть держатель аккумулятора. Не то настенный, не то на ремень. Думаю, все вы это все дело знаете. Ну и вот сам аккумулятор. Видите, даже опять же идет в такой вот защитной транспортировочной крышке. Желтый разъем, по-другому зарядить его нельзя, только в зарядке а-ля Makita, ну либо в простой такой китайской дешевой зарядке с салазками. Разъема здесь нет. Есть индикатор, данный аккумулятор я не дозаряжал до 100%. Вот такие надписи. Whiteley 18 вольт, 3 ампер-часа и даже какая-то про-версия. Вот что у нас указано снизу. Так, что мы здесь имеем? Есть отверстие для вентиляции охлаждения во время зарядки. Также вентиляционное отверстие здесь есть. И есть вот здесь вот внизу. С каждым аккумулятором идет своя инструкция на китайском и на английском. Давайте, кому интересно, подержу немножко, ну а вы на паузе прочитаете. Вот такая макулатурка. И второй аккумулятор, все то же самое, крышка-держатель, сам, друзья, аккумулятор. Данный аккумулятор я тоже предварительно разобрал. Все та же крышечка транспортировочная, желтый разъем. Тоже все эти вентиляционные отверстия присутствуют. То есть два аккумулятора как братья-близнецы. Ничем абсолютно не отличаются. Единственное, видите, толщиной. Двухрядка, однорядка. И отличие еще единственное в том, что опять же здесь аналог, здесь, друзья, цифра. Этот аккумулятор я дозарядил до 100%. К этому аккумулятору идет уже своя инструкция и отличается только тем, что здесь нарисован уже тоже цифровой индикатор. А так все досконально то же самое. Ну что ж, разбираем один, второй смотрим. Вот наша крышка. Видите, есть вентиляционные отверстия здесь. Также здесь наклеена сетка и вентиляция здесь. Кнопочка. Пружинка трудно снимается, я ее снимать не буду. Так, здесь тоже мы видим вентиляционное отверстие. Корпус, вот я не знаю, хрупкий, не хрупкий, друзья. Ничего, к сожалению, не скажу, потому что вот как бы такой пластик я держу первый раз в руках. По ощущениям, вроде бы классный пластик. Если кто знает про данные корпуса, отпишитесь в комментариях, чтобы я и зрители, люди, кто будет смотреть, это все дело знали. Вот. Выглядит следующим образом наша плата. Вот такая, друзья, сварка. Сварка просто четкая, шикарная. К сожалению, не видно, есть ли там изоляторы. Но холтер, в котором это все дело находится, не знаю, вот это пластик от холтера или это прокладки изоляционные, изолирующие. Без разборки как бы не особо скажешь. Нет, друзья, это прокладки. Вот виден разрез. Вырез, и это не холтер этот. Или холдер, как правильно будет. Холдер. Ну, неважно. Здесь то же самое. Поэтому это изолирующие прокладки. К сожалению, не знаю материал, но вот как есть, так показываем. Так выглядит плата индикации заряда. Разбираем второй аккумулятор. Все в точности такое же. Пластик такой же. Кнопка. Единственное, различаются кнопки. Видите, здесь более длинная, а здесь на троечке более короткая. Будете собирать, не перепутайте. Так, давайте показываю плату здесь. Надеюсь, вам видно. И давайте покажу сразу отличия в платах. Так, смотрим. Имеется два шунта по 2 миллиома. А в троечке у нас всего лишь установлен, так, секунду, не тем боком. А в троечке у нас всего лишь один шунт 1,5 миллиома.
Значит, отличается вот этой вот частью сборки. Видите, здесь на такой микросхеме, здесь собрано уже на двух таких микросхемах. Вот так это все дело отличается. Не знаю, как вам продемонстрировать, чтобы все это было вам хорошо видно. А так, больше, в принципе, отличий никаких нет. 3 мосфета здесь, 3 мосфета здесь. Вот, ну, немножко отличается еще вот этим узлом. Я бы сказал, совсем немножко. А так, все как бы одинаково. Единственное, друзья, что я не нашел, как я тут не пытался подсмотреть, да, ну все, видите, зашито, закрыто. Аккумуляторы Samsung InAir18650 30Q. Здесь использованы. Позже я вам немножко порассказываю про все это дело. Вот. И никак я не смог посмотреть, есть ли здесь термодатчик, термоконтроль. Все-таки думаю, что он здесь есть, так как без термоконтроля такие платы, я думаю, они и выпускать не будут. То же самое касается и здесь. Ну никак, ничем не подлезть, распаивать, честно вам скажу, мне не хочется. Так, вынимаем и данную коробку. Здесь, в принципе, все то же самое, как и там, вентиляция. Вот. Но что хочу вам сказать по поводу вентиляции. Вот это вот центральное вентиляционное окно. Приходит оно в троечке вот сюда. И просто, друзья, просто упирается в аккумуляторы. То есть охлаждение там будет... Я не знаю, как вам посветить, наверное, сверху. Видите, там маленький-маленький совершенно зазорчик есть. Здесь еще как бы полбеды. Между аккумуляторами что-то там может вентильнуться, да. А вот здесь практически никакого зазора нету. То есть вплотную к элементам. Ну там тоже есть, может, полмиллиметра такая полоска. И вентиляции особой, я думаю, что здесь не будет. Друзья, вот поставил на зарядку аккумулятор, на дозарядку. И смотрите, на что обратил внимание. То есть прикладываю руку, дует холодным из вот этих вот отверстий вентиляционных. Поэтому, видимо, я был неправ. Там каким-то образом происходит довольно неплохая продувка. Смотрите, вот бумажка поднимается и опускается. Поднимается, опускается. К сожалению, вам это не так отчетливо видно, как мне. Как я уже сказал, использованы элементы Samsung. Все читаемо здесь, все отлично. Здесь, друзья, точно такие же элементы. Все я попытался тут увидеть, прочел. И все, в принципе, то же самое. Вот, сварка на данном аккумуляторе следующая. Тоже все супер. По 4 сварочные такие массивные точки. Как говорится, все по красоте. Вот есть какие-то немножко сопельки остаются, то есть брызги от сварки видны, но они ничем не мешают. И вот такой аккумулятор. Вот, друзья, вот в этом месте, скорее всего, и запаян термодатчик. И вон есть, видите, силиконовый этот вот термоклей. Вот, делая обзор, я все это дело увидел. И вот, да. 100% здесь находится термодатчик. Вот он припаян. И приклеен к аккумуляторам. Так что все у нас тут, как говорится, по красоте. Ну а теперь займемся измерением внутреннего сопротивления. По просьбе трудящихся будем измерять сопротивление общее как на силовых выходных контактах, так и на силовых ламелях, которые идут на плату БМС. Ну что ж, смотрим. 81 миллиом. На вот этих вот ламелях мы уже получаем 75,3 миллиома. Ну что ж, измеряем параллели. Значит, сразу смотрим и балансировку, то есть показания напряжения и показания сопротивления. Первая параллель 14 миллиом, 3,69 вольта. Вторая параллель 14 миллиом, 3,69 вольта. Третья параллель 14 миллиом, 3,69 вольта. Четвертая параллель 14,1718 миллиома, 3,69 вольта.
Крайняя пятая параллель 14,2 миллиома 3,69 вольта. А это нам говорит о чем? О том, что здесь все отлично отбалансировано. То есть просто супер. Итак, друзья, я немножко заморочился. Не буду я вам уже здесь вклеивать эти листы даташита. Я взял буквально 2 листика из даташита, из оригинального даташита. Этих листиков там, короче, много. Я взял 2 основных листа. И смотрим, что касается по внутреннему сопротивлению. Какое у нас должно быть сопротивление на одной ячейке. Ну и здесь написано, что проверялось прибором с частотой переменного тока в 1 кГц. То есть с этой частотой у нас данный прибор, собственно говоря, и меряет. Точно так же, как и Рыжик. Только Рыжик, видите, дурел на этих ТП-целых. Вот. И у нас сказано, что внутреннее сопротивление начальное должно быть меньше, либо равно 26 миллиомам. Двоечку не обращайте внимания. Данные листы я скачал, перевел Google переводчиком. Потом это все дело распечатал. Вот. В оригинале там миллиомы. Это Google переводчик немножко затупил. Вот. 26 миллиом. В натуре, как говорится, мы имеем, если отбросить сопротивление всех этих ламелей, где-то 12-13 миллиом мы будем иметь, но на одной ячейке. Вот, как-то так. Так, теперь давайте измерим шестерочку. Методика все та же. Измеряем общее. У нас должна быть половина около 40 миллиом, да? Вот видите, 42 миллиома. Все просто чудесно. 20,7 вольта. Ну, измеряем где-то здесь. Получаем 37,7 миллиома. Напряжение тоже. Ну что ж, погнали измерять параллели. Первая параллель 7,3 миллиома. 4,14 вольта. Вторая параллель 7, ну будем говорить 0,3 миллиома. 4,14 вольта. Третья параллель 7,3 миллиома. 4,14 вольта. Четвертая параллель, опять же 7,3 миллиома, 4,15 вольта. И пятая параллель, 7,3 миллиома, 4,15 вольта. То есть это нам говорит тоже о том, что здесь все просто шикарно отбалансировано. Вот слетел этот экранчик. Ну что ж, отбалансировано, а я хочу сказать некоторую информацию. Значит, вот эти элементы 30Q от Samsung, я бы сказал, они, друзья, у нас среднетоковые. Почему? Потому что читаем вот здесь. То есть у нас здесь указан максимальный непрерывный разряд 15 ампер без термоконтроля. Вот. И пиковый разряд 30 ампер, но уже должен идти с термоконтролем. То есть в плате у нас, как я вам показывал, есть термоконтроль. При нагреве свыше 80 градусов БМС-ка отключит наш аккумулятор. В данном даташите, друзья, очень много полезной информации, особенно в остальных этих страничках. Видите, разные там температурные характеристики есть. Все. Здесь я распинаться уже не буду, вы сами все это найдете прекрасно и прочитаете. Единственный, хочу обратить нюанс на один момент. Вот, значит, что у нас указано? Что данные ячейки тестировались током разряда 0,2C. Поскольку у нас номинал 3000 мАч, значит ток разряда на одну ячейку должен составлять 0,6 ампера. Будем с вами проверять данный аккумулятор током 1,2 ампера. Почему не больше? Потому что я тут немножко запутался. Может быть, вы мне подскажете. И запутался вот в этой вот, друзья, табличке. Значит, это даташит оригинальный. Нашел я еще один даташит, полностью переведенный на русский язык. Там еще здесь была одна ячейка. То есть вот там и указано, что 0,6 ампера мы сливаем 100%. Но фокус в том, что сочетаем. При 5 амперах мы должны слить уже 97% емкости заявленной. А это не ниже 2900 мАч минимум. 3000 у нас номинал, а вот минимум 2900 мАч должно быть в одной банке. И дальше, к моему удивлению, я читаю. При токе разряда в 10 ампер мы уже должны слить 100%.
Дальше, понятно, 15 ампер 97 и 20 ампер 95. Но у меня в голове не укладывается, как может быть при 5,97 и при 10,100. Я для себя подумал, что все это дело просто где-то при создании данного даташита попутали, перевернули. Но фокусы бывают разные, друзья. Поэтому кто знает, в чем прикол, кто точно знает, в чем прикол, пожалуйста, отпишитесь в комментарии, чтобы я знал, в чем данный прикол состоит. Вот, множество разных характеристик, но на них мы останавливаться не будем. Все, погнали тестировать на емкость. Так, ну что, все подключил, все собрал. Значит, будем разряжать до 12,5 вольт, что составляет 2,5 вольта на банку. Один элемент у нас заявлен 3,6 вольта по номиналу. Устанавливаем ток. Значит, поскольку у нас на одну ячейку 0,2C это 0,6 ампера, двухрядочка у нас получится 1,2 ампера. Итак, поехали. 1 и 2 ампера ток. Все, время разряда тут 28 часов, меня не обращайте внимания. Ну и что? Конечно, мне хотелось бы протестировать 10 амперами, да, друзья? Но это получается, мне надо ставить уже 20 ампер. И даже 10 амперами я не смог бы протестировать вот на этой своей зарядочке, потому как она у меня 180 ватт, а 10 умножить на 21 мы получаем 210 ватт. И она просто либо сгорит, либо не включится. Поэтому будем тестировать на том токе, который, как говорится, рекомендован производителем. 1,2 ампера. Поехали! Все закрутилось, завертелось. На борту вы видели было 20,74 вольта. Вот, то есть макитовская моя вот эта зарядочка, она заряжает до 20,7 вольта. Всего лишь. Все, ждем. Ну вот такой результат мы получили. То есть результат, считай, тютя в тютю, что и заявлено у нас на корпусе. Мы получили с вами 105,2 ватт-часа. Здесь у нас заявлено 108 ватт-часов. Ну и емкость 5863 миллиампера. А все мы помним, что у нас аккумулятор был 20,74 вольта заряжен. То есть даже не 21 вольт. Вот. Ну и возможно, плата отключила еще немножко раньше наш аккумулятор. Время разрядки 4 часа 53 минуты, что соответствует, в принципе, 1,2 ампера 5 часам. Вот 6 на 1,2 получается 5. Вот такой результат, то есть я считаю просто отличный. Народ, значит, смотрите. Начал я снимать тест этой вот шестерочки. Тестировать хотел на данном фене, да. Вот, и меня, как говорится, постигла неудача. А постигла неудача из-за вот этих вот приборчиков. Значит, суть проблемы в чем? Подключил я фен, все это дело поставил на съемку. Вот, и думаю, на минут 20 отойду, чтобы не сидеть тут, не смотреть, потом прийти, да уже поймать эту концовку. Но прихожу и удивляюсь, два прибора у меня просто выключенные. А получилось что? Бездействие как бы приборов, ничего не переключаем, и они оба через 15 минут вырубаются. На таймере тогда было 25 минут работы фена на этом аккумуляторе. Вот, это я вам рассказываю. Но еще одна есть маленькая проблема в том, что сейчас у нас очень жарко, в комнате жарко, на улице жарко, и этот фен временами по термоконтролю вырубается. То есть он отключится, немножко продуется, там буквально пару секунд, и обратно включается. Ну, из-за этого, конечно же, время работы увеличивается. Поэтому, чтобы не было такого, что наши приборы выключаются, я решил, видите, зарядил полностью троечку вот эту вот. И мы с вами попробуем протестировать все это дело на троечке. Ну, а теперь поехали. Так, значит, подключаем тройку к моему вот этому вот адаптеру. Подключаем тестер, подключаем плюс и подключаем вот этот желтенький минус. Берем токовые клещи. Так, кладем сюда, результат будет виден. 600 ампер, по стоянке, сброс. У нас здесь 0, включаем тестер. Так, надеюсь, показания все, друзья, вам видны, причем отлично.
Вот, ставим таймер. Здесь 20-52 вольта, тестер старенький, я его уже давно не проверял, не поверял. Но зарядка постоянно заряжает, вот эта вот макитовская, ну, а-ля Макита, до 20,7 вольта. Поэтому этих вот примерно 18,2 держим как бы в уме. Ну и кладем таймер. Так, вот, все у нас видно. Запускаем шарманку. Запускаю сразу, друзья, фен. Работу фена можно будет контролировать по индикатору. Фен на максимальной скорости. Поехали. Запущу фен, потом запущу таймер. Все. И посмотрим, сколько у нас все это дело протянет и проживет. Фен всего лишь вытягивает стройки 13,8 ампера. Видите, 14 ампер. Вот. И пока что нам остается ждать. Значит, покажу, наверное, вам, друзья, начало вот это вот, да. И покажу, отрежу концовку, чтобы все это дело нам не сидеть и не смотреть. Так, тестер повернем, наверное, вот так. И все прекрасно видно. Все, друзья, ждем. Вот, друзья, мы с вами понаблюдали, что плата защиты отключила батарею на 12, примерно 0,8 вольта, если я успел правильно все заметить. Вот. И время работы 13 минут 30 секунд. Во время данного теста, немножко посерединке, когда был ток еще потребления в районе 14-13 ампер, буквально 2 раза вырубался фен по термоконтролю. Ну, он держит примерно секунд 8-10 продувки и дальше включается. И потом уже по мере падения напряжения и падения тока больше ни разу термоконтроль этот не сработал. И он пер до последнего. Все, отключаем наш аккумулятор и смотрим на, соответственно, температуру. Аккумулятор, друзья, стал горячий, как утюг. Разбирать уже я его все равно не успею разобрать. Поэтому давайте посмотрим температуру. Температура поверхности аккумулятора 60,1 градус. Вот, то есть внутри, вероятно, пару градусов не хватило до сработки термоконтроля вот аккумулятора по температуре. Очень-очень горячая штуковина. Тут 57. То есть внутри будет что-то около 80 градусов. Разобрать все равно не успею. Пока буду разбирать, все это дело, конечно же, друзья, подостынет. Ну вот самую горячую точку, видите, я вам показываю. Видите, быстро как пошел остывать. 61. 59 какое-то пятнышко здесь получается. И вот аккумуляторы, видите, у нас видны через корпус. 62,5, 61. Так, как вам показать тут? Я надеюсь, вам видны сами банки через корпус. Вот первые не видно особо, а вот этих вот 3 внутренних, центральных, видны. И там будет температура в районе 80 градусов. То есть чуть-чуть не хватило. То есть первым сработала защита по переразряду. До защиты по температуре дело не дошло. Вот такой вот сегодня, народ, у нас был тестик. Надеюсь, просто, как говорится, и понятно. Что могу сказать по данным аккумуляторам? Значит, вот именно по троечке. Троечка будет прекрасно себя чувствовать и работать на такой технике, как винтоверт, допустим, импакт, этот самый шуруповерт. Прекрасные аккумуляторы. Вот. Но эти аккумуляторы уже можно в пике использовать на болгарке. Очень даже неплохо. Все вы знаете, что даже китайские комплектные работают на болгарках в районе 50 ампер, там 40. А этот будет отличный аккумулятор и отлично работать будет. 100% здесь, а у нас здесь, по идее, уже не должно ничего гореть. Видите, пустышка. Все из него откачали, всю энергию. Так, все, ссылки на данные аккумуляторы, как всегда, в описании к видео. Их можно купить на AliExpress. Приехали ко мне они с AliExpress. Возможно, где-то они еще продаются, я точно не знаю. Ну вот здесь как бы все по фирменному. Официальный какой-то там магазин на AliExpress или неофициальный, друзья, я не знаю, но вот занимается продажей батарей Whiteley. Решение принимать сугубо вам.
Опять же, ссылка в описании. На этом всем огромного здоровья, удачи, до новых видео. Пока! А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.